Друзья, знаете, что мы сделали? Лиса купила комп за 1000 гривен. Это ни много ни мало, $25 на OLX. Это вот такая вот у нас есть торговая площадка в Украине. И вы знаете, что мы захотели сделать? Мы захотели его улучшить и продать. Я честно вам скажу, я в этот проект сначала не верил. Лиса, иди сюда. Это у нее вообще больная тема. Я не знаю, почему она решила после того, как она купила Predator, решила отбивать бабки, да? Такая нехватка денег, короче. Но комп вообще немножко страшноват. Мы еще, я не знаю, то есть по каким критериям она выбирала, но она даже характеристик не посмотрела. Но выглядит по цене. То есть она увидела комп за 1000 гривен, и она его купила. Говорит, давай попробуем на нем заработать. Я не знаю, что она хочет на нем заработать, но я вам сейчас первично вам покажу. То есть ты вообще видела, что здесь, ребят, даже HDMI нет. Ну ладно, это еще VGA. Тут какая-то видеокарта стоит. Все это в каком-то диком состоянии. Смотрите, вот здесь вот этот вот момент мне нравится. Смотрите. Оу. Оттуда. А ты вообще меня позвать не могла? Вот, сказать, а ну откручивай вот эти вот винты. Я звонила, ты позвонил. Я был занят, говорит. Ну, слушайте, мы на нем что-то заработаем. 1000 гривен. Я вот честно вам скажу, для тех, кто выкидывает старые компы, я их не понимаю. Я их абсолютно не понимаю, потому что любой компьютер можно... Держи его. Можно улучшить и логику... Нифига себе, а ну держи смартфон. И логику выбора запчастей я вам сейчас объясню. Как его? Друзья, он прикипел. Он реально прикипел. Тихо. Ой, твою мать, это джекпот! Господа, это джекпот! Это, блядь, я такого не видел. Я сейчас вот так вот на камеру покажу, а потом близко. Это, сука, джекпот! Это меховой джекпот! Воу! Это трэш! Я такого еще не видел в своей жизни никогда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиса, ты как могла вообще это купить? Ты видела, снаружи нормально было. Нет, он ненормально. Вот это вот ненормально. Вот это вот ненормально. Ну, из того, что я вижу, здесь стоит... Asus материнка. Да, то, что здесь AMD, я даже боюсь представить, что здесь стоит. Это Asus материнка. Ой, слушайте. А я знаю, что это за материнка. На M3+, по идее, я не знаю, что здесь стоит, мы сюда можем, по идее, FX процессоры засунуть. И если это та мать, которая, я думаю, сокет... Если это та мать, которая я думаю, то мы сюда еще и можем до 16 гигов засунуть. Видели, какая у нас штучка? В общем, да. А ну, блок питания, что у нас здесь по блоку питания? Он вообще работает? Ты его включала? Он вообще рабочий? Я рассчитывала, что у нас есть кабель питания. Я в шоке. Вы это видели? Короче, ребят, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот интересные видосы. А вообще, давайте так. Мы сейчас переходим. Я уже поищу, что мы будем на него докупать, закажем и уже начнем его потом модернизировать, конечно же. Слушайте, ну, видео обещает быть интересным. Так что поехали. Короче, ребят, подключаю в таком состоянии, как он есть. Вообще интересно, заведется или нет. Тут, конечно, коржи, мать его, такие, что у нас есть монитор. Пробуем видеокарту. Тут есть и внутренняя, и внешка. Lana J45 обязательно. У меня есть мышка. Опа. Сейчас питание включим. Дотянется, не дотянется? Твою мать. Тут уже Лиса клавиатуру приготовила. Как его включать? Ужас. Ну, есть. Ну что, запустим? Первый запуск. Воу!
Воу! Он завелся. Лиса, он завелся. Это страшно. Да ладно! Да ладно, он работает! Да ладно! Походу, не только он завелся. Он работает! Он жужжит. Да это страшно, я честно скажу. Там коржи, смотри, там под низом коржи вообще. Я такого реально никогда не видел. Слушай, он завелся. Интересно, сколько он будет загружаться. Что здесь за проц? Слушайте, тут система установлена, даже файлы чьи-то. Ты вообще откуда его брала? OLX? Ну, тут пишет добро пожаловать. Ванда 7, смотри, ультимейт, мама родная. Это ж надо такое, а? Красиво-то как. А что там, вот что ты сейчас снимаешь? Рабочий стол, которого нет. Слушай, ну она долго загружается. Короче, ждем загрузку. Ни хрена не видно, кстати. Вот я бы здесь вот так вот поставил, да. Сейчас мы камеру. О, вот так вот виднее. Ребята, ну она жужжит знатно вообще, эта штука. Так, ладно. Ждем пока загрузку. Что-то загрузилось. А ну, показывай. Что это вообще? Что это такое? Ну, вообще загрузится? Браузер Opera, TikTok, CCleaner, Такой старый компьютер. PC Mark 10, Steam есть. Обновление Steam пошло. Ой, его не запускали, наверное, очень долго. Если обновляется Steam, сразу начал. Здесь Steam, какие-то таблицы. Короче, это был рабочий комп. Я понял, смотри, какая игра здесь. Веселый могильщик. Мышка еле работает, кстати. Веселый могильщик. Вот покажи игру, смотри. Да нет, вот игру покажи, зачем ты меня показываешь. Смотрите, какая. Веселый могильщик с Алаваром. Я Алавар не видел, наверное, лет 15. Это 100%. Speedfun есть, слушайте. Ну, короче, сейчас посмотрим конфигурацию. Вообще, я уже с 7-й виндой. Ой, что это загружается? Что за 4-й? Твою мать, я не видел вот этого. Ой, зависла мышка. Смотри, она сама живет своей жизнью. Надо это закрывать сразу. Потому что это очень сильно жрет ресурсы. Ай. Давай, закрывайся. Steam обновляется зато. Вы поняли? Там еще музычка. Нихера себе. Как вообще с этим работать? Что это вообще такое? А, ну, да, тут был легкий доступ к диспетчеру устройств. Steam обновляется. У нас он сеть увидел какую-то. Какие-то программное обеспечение драйвера устройств устанавливает. Какие-то неизвестные устройства. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Да твою ж мать. Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9500 GT. Да ладно, слушайте, тут еще и GeForce. Я помню такой GT, он скорее всего 512 килобайт. Сейчас. Мегабайт, 512 мегабайт. Да, он скорее всего 512 мегабайт. Процессор, где процессор? Qualcomm Atheros PCI Express гигабит Ethernet контроль. Да твою мать, Athlon 2 X2. Это настолько древнючий процессор, что вы себе не представляете. То есть, я не знаю. Еще и сколько памяти? Слушайте, а ну свойства компьютера посмотрим. Память. Windows 7, AMD Athlon 2X2 до 2,8 ГГц, 4 ГБ. Фух, а ну слушайте, мне интересно, давайте сейчас беру небольшой тайм-аут. Слушайте, ну я потратил некоторое время, я завел свой Steam, установил PC Mark 10. И самое интересное, тут написано, Steam прекратит работу на Windows 7 через 20 дней. Слушайте, мышка вообще почти не работает. Она просто, я вот оттолкнул, она не работает. А ну, сейчас. Запущена. Я попробовал даже 2 раза запустить PC Mark 10. Сейчас вы увидите, что из этого получилось. Очень интересная штука. Просто жесть. Нет. Он просто тормозит. Мышка тут не разряжена вообще никак. Как это все долго.
Это просто ужасно. Здесь еще стоит АВП-вирус, антивирус. Да какой антивирус на АВП, на такую систему? Это же просто его убьет. Ford Client, Dispatcher LT, Network Time синхронизация, устранение проблем ПК. Ну давай уже, ну мы верим в тебя. Если мы пойдем в результаты, я пытался 2 раза пройти тест, но есть проблема. Он даже не проходит PC Mark тест по продуктивности. Он может только, знаете как, из-за того, что у него 9500 по конференц-связи он смог проверить. И то, я вам скажу, в групповой конференц-связи это было 14 FPS. По Face Detect в группе было 1,63 FPS. По проигрыванию в группе через OpenCL 16 FPS, то есть он вообще ни на что не способен. И веб-браузинг у нас, ну, допустим, просмотр картинок 60 FPS, это ладно. А вот все остальное, ну, честно вам скажу, вот видео 1080p в 264 кодеке 30 FPS максимально. 4К 14 FPS, ну само собой, и даже ютубчик он не вытягивает до 30 FPS, в 1080p VP9 26 FPS, короче комп нулячий полностью. Все, будем его сейчас, больше он ничего не смог тестировать, будем сейчас его модернизировать, пытаться, и уже потом включать, устанавливать все и смотреть, что получится. Все, переходим дальше. Лиса, а есть ссылка на то, что ты покупала? Ссылки уже не той, действующей уже нет, есть здесь дороже. Да вот это вот, да, Атлон, Да. Все, короче, смотрите, ну купила здесь дороже, я понимаю почему, потому что здесь 250 гигов видеокарта, видеокарта SSD-шник, да вообще я так понимаю, что он, наверное, в состоянии получше. То есть, ну, в принципе, такого плана за 1600, но здесь на гигабайте, на материнке. Я нашел материнскую плату этого компьютера, который здесь мы имеем. Это у нас M5A78L-MLX3 от Asus. Это, кстати, очень неплохая материнка с большой возможностью апгрейда. И если вы, допустим, для себя рассматриваете купить что-то за штуку гривен и догнать даже до игрового компа, то это можно сделать. А ну мы сейчас видик какой-нибудь посмотрим бэушный, а? Сейчас мы еще попробуем ее улучшить. Короче, поддержка у него заявлена, что кроме Атлона, Фенома, Семпрона он поддерживает еще и FX, процы. И вот какие процы мы сейчас с вами выясним. Ну, у нас тут встроенный Intel ATI Radeon HD 3000 GPU, очень слабенький. Есть у нас 4X SATA, но мы сейчас до него доберемся. Нас интересует совместимость, поддержка процессоров. Атлон. Это все очень дешевое, страшное дерьмище, которое надо выкинуть. FX пошли. Он поддерживает до FX 8370. 8370. Но дело в том, что 8370 будет стоить очень дорого, и ставить его в текущую сборку будет вообще нецелесообразно. Или 8370E или 8310, кстати, подходит. Я бы рассматривал туда что-то подешевле. Я вам объясню. Вот 8120 это до 3.1 будет, там до 3.3, и разница у нас в производительности будет не сильно большая. Объясню, в чем фишка. Я, смотрите, я рассматривал из того, что есть на Алиэкспрессе, то за 21 бакс можно взять FX 8120, потому что уже там 8370, если брать, то он будет стоить за 30, и мы из бюджета вываливаемся. В принципе, дешево сердито, 21 бакс заказали. Заказали, уже, кстати, получили, мы готовились, ну, само собой, вы же понимаете. Теперь, по поддерживаемой памяти. Для данного устройства, для данной материнской плате мы нашли поддержку максимальную, 2 планки по 8 не ECC памяти на 1866 МГц, и плюс еще и, знаете какая, сейчас я вот вам покажу. Поддержка памяти и устройств, сейчас я вам покажу, это процы, где память? Вот, поддержка памяти. У нее заявлено максимально 16 гигабайт по
Сейчас я найду, где у нас тут, 16 гигабайт DDR3 до 1866 МГц не ECC или ECC, не буферизированный. Короче, она как какая-то более еще и в двухканальном режиме может работать, какая-то более прикольная память. То есть у нас вот AMD FX 8120, у нас вот мы заказали, знаете, что мы заказали? Вот таких вот два HyperX Kingston Fury 1866 МГц, не знаю, как она здесь заведется. Вот такие вот две планки с радиаторами, это DDR3. И мы ее тоже брали на Алишке. Вот она, на Алишке, кстати, можно ее покупать, она есть, проверенная, покупали уже 16, это 2 по 8, $22. Итого у нас на текущий момент есть уже, допустим, сам по себе комп разделить на 36, это у нас $27. Плюс у нас $23 память, плюс 20, сколько у нас там? Плюс 21, ну все мы округляем, плюс 21 проц. Это $71. И у нас есть еще SSD-шник. Тадам, мы взяли SSD-шничек. Golden Fear, я его уже брал раньше как самое бюджетное решение. $5,66 на текущий момент. На момент съемки этого видео. И лежит, посмотрите, сколько у нас отзывов положительных. То есть у него 4,8 этот. За такие бабки, я вас умоляю, за $6. Ну и плюс $6 у нас общий бюджет $78. И само собой термопасту я взял в ближайшем магазине «Хозяюшка». Ну, вы поняли, да? Я тут не сильно заморачивался. Если брать в гривне, то это у нас вышло 2800. В среднем компы на такой конфигурации, вот даже если не менять видеокарту, вот этот вот Radeon 9500 GT, а просто его оставить как рабочий компьютер, то средняя цена такой конфигурации до 7 тысяч гривен, если в очень хорошем состоянии и обслуженный. Мы здесь будем сейчас стараться, то есть у нас навар теоретически может быть 100%. То есть мы купили, вложили и 100% еще подняли. Короче, я предлагаю переходить уже и что-то с ним делать, а дальше уже включить, потестировать. Будем ставить, само собой, 10 в инду. Так, ну, поскольку... Начнем с пылесоса. Тут по-другому не обойдется. Демонтировать нам придется раз, два. Видеокарту 100% снимать, в ней надо будет термопасту менять. Короче, тут у нас столько работы. Поэтому мы начинаем. Так, ну что, первично что-то сделали. Давайте с вами снимем, попробуем, если он еще снимется. Потому что, вау, здесь все высохло нафиг. Вообще все высохло нафиг. Смотрите. Видели, как надо кулеры чистить? Поставил под пылесос, он его выдул. Так, снимаем проц. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Ну, старичок X2 уже идет нафиг, если честно. Теперь мы туда ставим нам нужны салфетки с этим и спирт. Так, вставляем наш проц. Есть. Проц стал. Теперь протираем проц. Снимаем остаточки термопасты, заприловым спиртом. Конечно, блядь, вот этот вот кулер, его надо менять. Его сразу же надо менять, но мы тогда вылетим из бюджета. Сейчас остатки салфетки снимем. Мы тогда вылетим из бюджета. Да слушайте, пойдет и так. Мы-то его продавать будем. Видите, площадь проца намного больше. Вот эти вот боксовые кулеры, это полная фигня. Нам нужна пластиковая лопатка и термопаста. Тащи. Пока мы не замонтировали проц, мы сейчас память с вами замонтируем.
Вау. Еще и в разнобойная память стояла. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Не очень хорошо. Ставим наши Кинстоны. Есть раз. Нам понадобится, скорее всего, сбросить BIOS перед тем, как мы его стартанем. Чтобы он по автодетекту еще и память завел. 1866 есть. Красиво. Слушайте, вообще сейчас красиво, да? Видеокарту снимаем. Отвертку леса тащи. Так, видик демонтируем, потому что он страшнючий. Я просто уверен. Вах. Слушайте, его что, еще не разбирали ни разу? Ни разу, прикиньте. Вот я сейчас сорвал эту, ни разу не разбирался, вообще жесть. Ужас! Ужас! Слушайте, грязнючий капец, просто капец. Я представляю, что там сейчас будет под радиатором, а? Быстро снимаем радиатор, скидываем. Да. Радиатор прикипел. Радиатор вообще прикипел. Нафиг. Вот это все, это коржи. Вот это вот. Давай сейчас будем его пытаться оттереть. Так, мы нанесли очень тонким слоем термопасту. И будем уже его приделывать. Вообще, конечно, у нас это все сделано в край весело. Так, закручиваем. Тут, в принципе-то, апгрейда самого на полчаса работы максимум. Так, закручиваем видеокарту, заканчиваем. В принципе, термопасту поменяли. Она же, видите, она у нас без активного охлаждения. Но там, конечно, все позасыхало. Чертовой матери. О. Ну, нормально. Будем надеяться, что она будет после этого работать. После отдирания ее от... В принципе, у нас все тут приобретает более-менее божеский вид, господа. Закрутили. SSD мы запустим. Какой у нас здесь? SATA 3, они одинаковые, понятно. SSD-шник у нас пойдет на вот эти вот шлейфы. CD-ROM нам уже не нужен. Мы его оставим как память, в принципе-то своем. И наносим термопасту на наш процессор. Я когда-то уже делал обзор о том, как я наношу термопасту. Пятиточечно, даже размазывать не буду. 5 точек. Я тебе объясню. Да, я когда ее прижму, да, она расползется очень-очень красиво. Да, вот по вот этим вот штукам все отлично. Можно, в принципе-то своем, уже ее и ставить на место. Есть. Сидит? Хорошо сидит? Хорошо сидит. Все, подключаем. Есть. Все, намертво. Намертво село. Осталось SSD-шничек. Куда мы SSD-шничек-то прикрутим? Он-то у нас 2,5. SSD-шник будем садить сюда, потому что широкая посадочная, да, получается. У нас сюда он не пойдет. Так, SSD-шничек садим сюда. Так, этот есть. И вот еще один. Прихватываем. И ничего, что они разные. И ничего. Мы-то, в принципе, и не мегакомп собираем. Все. Отлично. Могу сказать, что все это уже, в принципе-то, своем готово. Смотрите, что мы сделали. Мы поменяли проц, поменяли память, поставили SSD-шник, ну, вот этот вот жесткий диск. Нам нужна тряпка, чтобы это все, сейчас леса у нас все это дотрет здесь внизу, чтобы это уже все было красивенько. И мы его уже будем включать и пробовать, как он будет работать. Кстати, PC-Mark, я надеюсь, он потянет, потому что мы сейчас Windows 10 сюда влепим. Все, леса, протирай, а мы вернемся уже на тесты.
Так, мы его подключили. Лиса, только перед продажей смотаешь все провода хорошо, чтобы кабель менеджмент какой-то неплохой был. Все-таки как-то красиво должно быть. Здесь у нас SSD-шник. Короче, все действительно чинно-благородно. Вообще очень хочется его включить. Давай сейчас момент истины. Момент истины. Мне вот, честно говоря, yes! Вроде запустился, да ладно, да yes, ребята, запустился, стоп. Давайте на паузу нажмем, я хочу посмотреть. AMD 8120 запустила, 3,1 ГГц, DDR3 1866. Теперь диск оно определило, как Team почему-то 120 гиговый. Ну да ладно, слушайте, работает 16 гигов. А ну давайте запустим BIOS. Так, BIOS работает. Ну, смотрим, что у нас тут есть. Все вроде бы хорошо. Системная информация AMD FX. Слушайте. Отлично, отлично. Джампер конфигурации, CPU конфигурации. Вроде и по умолчанию все нормально стоит. Чипсетик у нас. Драм конфигурации. Слушайте, по умолчанию тут в принципе все стоит нормально. При этом у нас выставила, да, SATA сразу на новый диск. Короче, устанавливаем винду и уже встречаемся там на винде. Все, переходим, устанавливаем винду, флешечку я уже приготовил. Мы установили все, что можно. Мы поставили кое-какие моменты. Слушайте, драйвера все стали сразу. Я не показывал уже вам весь процесс этого всего дела. Я вам честно скажу, я уже даже PC-Mark протестировал. По диспетчеру устройств. У нас не стало только одно устройство, это картридер. Все начало работать просто невероятно быстро. То есть оно определило видеоадаптер 9500 GT и сам по себе просто. Здесь 8 ядер физических, в отличие от того же самого, который у нас был Athlon X2. Это просто ужасно было. И само собой здесь самая быстрая память и самый максимальный объем, который может быть здесь. То есть если мы сейчас посмотрим с вами CPU-Z через CPU-ID, то есть мы видим, что у нас даже 8 мегабайт кэша третьего уровня есть. Сокет AM3+, Замбези, боже, название такое-то. 125 ватт максимальный TDP, 32-нанометровый, старый, ну что ж ты сделаешь. 8 ядер, 8 потоков. По памяти она у нас работает в двухканальном режиме, пожалуйста. DDR3 16 гигов. То есть, ну, можно, в принципе, а можно даже побенчить чуть-чуть. Например, какой-то бенчмарк запустить. Давайте посмотрим, что он нас покажет по баллам. И попробуем сравнить с каким-то процом. Сейчас. Да, вот что-то сегодня вообще. Так, все, да. И выберем сейчас референсный проц. Ну, само собой, с 9-м Ryzen сравнивать очень тяжело, особенно 16-ядерным 32-поточным. Но, например, если взять с Intel Core i5 7600, то это в 2 раза, грубо говоря, Intel Core i5 7600 мощнее. Давайте посмотрим. Ну, а с Intel Core 2 Duo он ему проигрывает. Intel Core i10 ему проигрывает, а минимально у нас Intel Core i5. А вот, кстати, 8350 AMD FX. Вот приблизительно чего-то так, плюс-минус у нас с AMD FX 8350. Кстати, 8350 помощнее, да, так. Или Core i7 2600. Если посмотреть, то тоже там где-то плюс-минус 15-20% он с ней гуляет. По PC-марку, я вам скажу, очень приятная вещь получилась. Я прям был удивлен. Это сейчас комп вообще для работы просто идеален, для браузинга. Почему? Потому что мы здесь пробовали и видео проиграть, и сейчас я вот Chrome запущу параллельно. Запустим ютубчик. Кстати, все работает вообще по браузингу. Давай попозже чуть-чуть. По браузингу вообще просто отлично. То есть мы можем там любой сайт, там, например, подробности. Все очень быстро работает. Теперь ведем 4К. Сейчас мы 4К геоплейсы. Давайте зайдем на наш сайт. И 1080p 60 Гц на YouTube. Он будет тянуть как за милую душу, как детки в школу. Вообще, то есть здесь можно смотреть
Ну, 2К я могу, конечно, поставить, но это будет уже жестяк. Ну, что ты делаешь? Ну, даже 2К воспроизводит, слушай. Нет, 2К, вот я был прав. Нет, 2К нет, а вот 1080p это уже совсем другое. То есть он для Full HD более чем пойдет. Вот смотри, давай сейчас выберем какой-нибудь другой ролик с нашего канала. И вот, пожалуйста. Это у нас 2К, кстати. Но 2К нет. Full HD. Это Full HD решение на текущий момент получается. А тогда он вообще ничего не мог воспроизводить. И, кстати, этому подтверждение, то, что он может нормально работать, вот по результатам PCMark теста, он здесь прошел, после, скажем так, улучшения он прошел PCMark тест, и при этом это нехилый PCMark. Essential у нас, смотрите, запуск программ 5392, видеоконференц-связь. Насколько повысился FPS? Насколько просто. Вы же смотрели, да, там, то есть результаты. Здесь низких результатов нет. И веб-браузинг тот же самый. Shop Animate 60 FPS, Shop View 60 FPS, 1080p 30 FPS, 30 FPS, 2165 почти 30, 2160p почти 30 FPS. То есть это классно работающий комп сейчас, вот конкретно, который можно выставлять. Мало того, если брать видеокарту, видеокарта очень старая, но даже здесь можно во что-то поиграть. То есть мы поиграли в Half-Life 2, в Half-Life 1, ну это чисто такие очень старые игрушки. Хотя, я вам скажу, сюда можно впилить, например, какой-нибудь 400-700 RX Radeon, и можно еще во что-то поиграть, например, в те же самые танки. То есть, смотрите, загрузить игру, это будет просто-напросто прелестно. То есть, на текущий момент Лиса сейчас его будет упаковывать, выставлять на OLX и пытаться продать. А уже мы потом посмотрим. Слушайте, ну работает, прикиньте. 9500 GT, ее поменять сейчас, и будет вообще огонь. Будет еще игровой комп. 750 Ti можно даже поставить и в контру пошпилить. Слушайте, топчик. Все, короче, Лиса, продавай, скажешь мне потом о своих успехах. Держи. Это что? Продала. Комп? Компьютер продала. Подожди, тут микрофон включу, подожди. Ты меня пишешь, что ли? Конечно, такой момент. Хоть бы предупредила. Сколько? Продала. 7 штук? Ты что, бахнулась головой? Как ты его за 7? И вот цена в красный день 5. Как ты его за 7 продала вообще? Сказала, что технозонов. Коза. Короче, ребят, 7 штук. 7 штук. Накладная, подожди. Да точно комп? А что еще? Что ты продаешь? Покажи мне приложение на мою почту. Я не верю. Просто у тебя здесь не написано комп. Цену вижу. Ведь продала. За 7. А нафига ты сказал, что это технозоновский компьютер? Потому что мне нужны деньги. Ну, короче, ребят, математика простая. Сколько мы вложили? Что... 1000 стоил плюс... короче, 1000 плюс... $77 плюс 77 долларов. 78 долларов. 78 долларов, а продала ты его за... сейчас я посмотрю, сейчас я посчитаю. А где тут калькулятор? Калькулятор. Подожди. А продала ты его за 7000. 7000 на 36. За 194 доллара. Минус 78, то, что мы потратили. 116 баксов заработал. Да, я посчитал. Да. 116 долларов чистых. Половина моя. Я вообще забираю все себе. Я честно, ребят, на самом деле вывод из того видео, которое мы тогда снимали, он очень прост. Он очень прост в том, что не нужно выкидывать старые компьютеры. Просто с помощью элементарных знаний откройте там, грубо говоря, технические характеристики своей материнской платы и поймите, насколько можно улучшить. Ведь основное это материнская плата и самое дорогое в этом деле. То есть, докинув памяти максималку, докинуть максимальный проц, докинуть пару SSD-шников, у вас будет шикарно. А если еще и видеокарту поменять, то вообще суперово. Поэтому мне очень сильно такая тема интересна. Если интересно, пишите и вам. А с вами был Бабл и Лиса на канале Технозон. Пока.